Доброе утро, 22 мая. Я вышел на небольшую прогулку, пару километров прогуляюсь. У нас похолодало что-то сильно, 11 градусов сейчас. Я побоялся обувать сандалии, иду в кроссовках пока что. Но надеюсь, что после обеда распогодится, и я уже смогу продолжить тестировать дальше эти кины. Пару видео назад я показывал на парковке холодильник. Теперь показываю посреди поля стиральную машину. Ну что за беспредел? Походу рабочая. Не отрезан этот штепсель. Да, там, где я хожу гулять, вот там вот уже будет вход в лес. Здесь поля фермерские. Там вон говядинка, которую я обычно снимаю. Здесь вот эта вот фигня лежит. Ну это уже, конечно, беспредел. Так, я пошел гулять в сандалиях, несмотря на холод. Не знаю, ветер очень сильный, слышно ли звук. В общем, 15 градусов, холодно, и обещали дождь. Кое-где вон тучи темные есть, не знаю, будет, не будет. В общем, я пошел в шортах, в этих сандалиях и в куртке беговой Under Armour. Такая она, чуть держит ветер, чуть держит дождь. Ну, в общем, мне холодно, но я иду быстро, поэтому по чуть-чуть согреваюсь. Плюс отобедал недавно, в общем, как-нибудь не пропаду, как говорится. Так, ну, в общем, только что одел следы, посмотрел состояние пластырей. В общем, многие из них отклеиваются. Я использовал пластырь, который отрезается. То есть там есть совсем маленькие у меня мозолики, там есть где-то зачатки, есть большие. Соответственно, я режу на каждый как бы латочку свою. Вот. И получается, многие начали заворачиваться по краям. Нога все равно что там туда-сюда двигается, и с краешков начинает отклеиваться. В общем, я где-то подклеивал, попереклеивал. Я взял с собой тоже пластырь. Вот. И одел следы. Ну вот, пробую идти. Посмотрим, как будет. Получается, сзади следы эти вот, не знаю, ага, видно, да, где заканчиваются. Там такая, этот кантик был серый. В общем, вот там вангую будет тереть от шлейки задней с сандалий. Ну а как в остальном, не знаю. Они довольно высоко спереди пальцы закрывают. Надеюсь, что все будет окей. И только в лес заходил, еще такой думаю, хоть бы песка сейчас не грибануть. И буквально первый, ну вот в момент этой мысли, первый шаг делаю, и в общем, песок попадает вовнутрь. Ну, этого никак не избежать. Вопрос только, что мне подойдет. Следы или надо будет более полноценные носки брать. Я так понимаю, босиком это не вариант. Разве что по ровной дороге, по асфальту какому-то без песка. Небольшие расстояния. В остальном это только с носками вариант. Есть три типа людей. Первый — это сначала сделай, потом подумай. Такой девиз у них. Второй тип — это подумай, потом сделай. И третий тип — это я. Подумай, подумай еще раз, еще подумай. Уже и делать ничего не нужно. Ну, типа того. Это я к чему? К тому, что подготовка моя за месяц почти, 21 день, выглядит следующим образом. Куплены только эти палки, вот эти сандали. Ну и по сути все. Пройдено какое-то количество километров, и то довольно-таки небольшое. Ну ладно, тут можно по-разному судить. Лучше не горячиться, может, сначала за физическую подготовку, пока мы не будем вести речь. Ну вот в остальном это беда. Как это выглядит у меня? То есть я говорил, что по рюкзаку есть у меня уже наброски. Ну вот я в итоге думал покупать Naturhike. Потом думаю, окей, сравню же с конкурентами. У него там по сути один конкурент, это Trifle Gear. Чуть отличается, но тем не менее. Приблизительно в одной ценовой категории, тоже ультралайт. тоже русскоязычный сегмент ютуба его очень нахваливают, хоть тот.
Вот. Ну, больше в сторону, конечно, трифулгера. Думаю, ладно, определились. 90 евро. Ну, пускай, думаю, что там уже 90, пускай будет сотка. Вот в районе сотки, что я могу купить на вторичном рынке из топовых ультраходных. Ну, таких как Exos. Рюкзак от Osprey. Посмотрел. Ну, есть, да, по 90. Бэушные Exos 38-48 литров. Но старого образца. То есть, я не знаю, сколько там их, 3-4 поколения уже было. В общем, второе поколение или какое-то люди распродают. Такое, которому лет по 5, наверное. Без карманов на боковом поясе и так далее. Что мне, естественно, не совсем хочется покупать. Потому как я в обзорах видел, что первое было вообще топовое поколение. Это был прорыв. Потом на втором они сами себе выстрелили в ногу, убрав некоторые вещи, которые очень полюбились покупателям. Потом в третьем, наверное, вернули это. Ну или в четвертом уже. Вот я не знаю, какой сейчас актуальный. В общем, вроде как бы и не очень вариант. Хорошо, думаю, а что по конкуренции у Exos? В той же приблизительно ценовой категории и качестве. Ультра-рюкзаки какие легкие. Смотрю, там есть Грегори, кажется, фирма. Не знаю, что за фирма. Ну, тоже какая-то, может быть, англичане. И Дотеры. Ну, Дотер там мне он сразу как бы не очень понравился. Я давай на эти Грегори смотреть. Ну, в общем, тут суть в чем. Я начал погружаться в эти рюкзаковские приколы. По-моему, оторвалась у кого-то с палочки какая-то деталь. Начал погружаться в эти рюкзаки и понял следующее. А как я могу выбрать правильный объем? Ну, допустим, остановлюсь я на Exos или на Грегоре. Как я выберу правильный объем, если у меня еще не написан полный список снарядей с приблизительным объемом и весом? Ну, теоретически я могу уже посчитать его, да, там, смотрю на сайте производителя спального мешка, допустим, объем в упакованном виде, вес там и все. Это можно прикинуть. И тогда уже должно появиться какое-то понимание, какой брать рюкзак, да? То есть вот эти все раздумья, вот эти все просмотры приводят к тому, что ничего толком я еще и не разобрался, и не нашел, и не выбрал. И когда же делать этот, Якобсвег, то даже хотя бы тот же Гарц, если у меня для похода нету ничего. В общем, сам себя загоняю в ловушку. Казалось бы, вот первый тип людей, о котором я говорил, уже давно поехал бы в Декатлон, затарился всякой фигней. В первом же походе офигел бы без подготовки с галимым снаряжением. То даже на упаковке этого всего снаряжения в тот же рюкзак, наверное, уже что-то бы вываливалось или не помещалось и так далее и тому подобное. Но этот тип людей бы сразу что-то там решил опять, не думая, и как-то с горем пополам он бы этот поход совершил, да. Второй тип людей нормальных, по моему мнению, это самый адекватный тип. Он бы как-то побыстрее бы все это придумал, определился бы на чем-то одном, туда-сюда все бы взвесил. Ну, то есть, если бы, как я не скакал по фирмам, по рюкзакам, решил Naturhike, ага, все там, что у них есть, по Naturhike, нормальный бренд, средняя цена, берем, затарился и не ищет ни вторичек, ничего. А я же вот это вот третий тип, а давай вот так, а как бы еще так, чтобы выгодней, а как бы так, чтобы денег не потратить. Ну, в общем, а как бы так, чтобы потом, если что, продать, то есть оно должно быть брендовое, ходовое. В общем, беда. Но есть в этом всем позитив. Лучше не сделать глупости, чем наделать их целую кучу, потом жалеть. Лучше я буду жалеть о том, что их не сделал. Физическая моя подготовка хоть какая даром не пропадет. С моим холестерином, я думаю, полезно ходить. Снаряжение, если куплю какое-то, то оно будет точно продаваемое. Денег я не потеряю. Единственное, что я теряю, конечно, время. Время не вернуть. И поход этот может быть под вопросом, конечно, в этом году. Ну, не знаю, либо в той форме, в которой я его планировал. Но я думаю, я буду ускоряться. Надо как-то, может быть, в ущерб прогулкам ежедневным, может быть, все-таки себя больше дисциплинировать и заставить доводить дело до конца, потому как все равно я сажусь искать рюкзаки и уже заканчиваю на том, что я смотрю спальные коврики
Потому что как же ж так? Надо же понимать, какой там объем. Ну и вот это все, что я рассказывал. В общем, сейчас пока решение у меня такое вызрело. Я должен затариться всем остальным, а рюкзак оставить на потом. Если раньше я думал наоборот, у меня должен быть рюкзак, а от него я буду плясать, то сейчас я склоняюсь к тому, что я должен собрать все остальное и уже фактически, понимая объем и вес, двигаться в сторону рюкзака. А табличка с этим всем снаряжением заполнена процентов на 10. В общем, надо ускоряться. Вот такие дела. А вот и дождик пошел. Ну, буду спасаться в лесу пока что. Там недалеко есть мост, но не хочу я возвращаться. Буду проверять себя на дождевые условия. Как и в походе, может быть, да? Я вот сейчас шел и думаю про то, что я тут понарассказывал, что лучше типа подумать и не наделать ошибок, чтобы потом не жалеть. А я понял, по сути, что из всех этих 3 типов людей жалеть об ошибках может только последний, такой как я. Потому как те, кто не думает, а все время делает, им не свойственно рефлексировать. Они сделали, проехали, сделали, проехали. Если бы они могли оценивать свои как-то действия, они бы так не поступали. То есть это просто люди изначально не способные к такому, да. То есть они всегда сначала делают, потом думают. Второй тип, этот уравновешенный. Они подумали, твердо приняли решение и уже не возвращаются к этой теме. Сделано, как бы, что об этом думать. А вот такие, как я, 3-й тип, это вот прям да. То есть, если я недостаточно подумаю, вот это вот, как я говорил, подумать, еще раз подумать, потом вот так, все покрутить. Если я недостаточно подумаю, а вынужден буду принять решение быстрое, вот тогда я, конечно, могу возвращаться иногда и жалеть о плохо принятом решении. Вот. Поэтому, наверное, я так мало делаю всего в своей жизни. Но самое обидное, что это натура такая, ничего ты тут не изменишь. Ух, ветер поднялся. Да, задувает, наверное, звук. Такие дела. Ну, кстати, по рюкзакам я не сказал. Вот это же я думал, вторичка по 100, почти по 100 евро бэушные спреи. Ну, как бы я посмотрел, сколько стоит новый, 150 можно взять. Я такой уже думаю, ну, и зачем мне этот спрей первого или второго там поколения, невдалого, да, второго, если я могу плюс 50% и купить, грубо говоря, новый, актуальный, который потом значительно лучше продастся, если я решу завязать с этим всем движем походным. Ну вот уже и как бы бюджет растет. То есть сейчас я в плане рюкзаков склоняюсь к покупке нового. Если, конечно, не появится что-то БУ прям интересное. Я это тоже планирую посматривать. По ногам, кстати. Иду и забыл даже, что с ногами что-то может быть. Следы пока отлично себя показывают. Никаких ощущений болезненных новых не появилось. Там где старые мозольки где-то чувствуются, но не критично. В общем, не думай о них. По поводу ДВР на Under Armour. Вот как раз упали первые капли дождя. Куртка уже несколько раз стирана мной. До этого была стирана предыдущим хозяином. Вот шорты, скажем, вот это вот видно, где темное промокло уже. Шорты я стирал, и они практически новые были. Судя по вот этим складкам, тоже я где-то рассказывал. Но как-то воду сейчас быстрее в себя пускают. Вот эта ДВР пропитка их, она, конечно, с завода просто бомба. Я хочу купить средство для восстановления. Ну, какое-то оно там самое популярное, не помню, Никвакс или как-то так называется. И все эти шмотки свои с этим ДВРом восстановить. Аккуратненько как-то. Такое, которое стирать в нем. Единственное, я думаю, не в машинке это сделать, а вручную. Ну, так пока думал. Навскидку. Потому как очень нравятся мне возможности этой ткани. Under Armour-овская, как она сохнет, как она себя вообще показывает во всех. Так, а куда? Сюда или сюда?
хоть на вышку лезь, смотри, да? То, по-моему, сюда. Как она себя показывает, эта ткань во всех отношениях. Высыхание, ветроустойчивость, как бы эластичность ее, светоустойчивость. По всем параметрам одежда просто превосходная. Не знаю, мне нравится больше всего и по дизайнам более-менее, и по техническим характеристикам. При небольшом весе, небольшом объеме характеристики у нее чудесные, как для меня. Ну вот так вот. Так, что там дождь? Ну, пока не увеличивается. Пока в лесу не страшно, а там на ровном участке, на полевом, вернее, уже будем мокнуть. Дождик идет. Сейчас уже попустился почти. И, похоже, только надо мной он попустился. Тут такой кусочек солнца. А ну там вот сзади уже, да, светлее. А спереди, вот куда я иду, там прям сейчас лупашит. Капает, капает помаленьку. Вот так вот я выгляжу. Спина там мокрее значительно. Но куртка пока где-то держит. На плечах уже, по-моему, промокла. Ну вот, шорты пока спереди тоже более-менее. Но сзади чувствую, влажный совсем стал. Блин, красиво тоже. Тут солнце, там тьма. Как погодка, да? Я остановился выпить водички, съесть сладенькую конфетку. И тут вот такое начинается. Четко посредине, да? Класс. Сфоткаю на составку сегодня. Ух. Лучше сюда смотреть, да? Я сегодня, кстати, с другим рюкзаком. Он идет с поясными ремешками, но он очень маленький. 25 литров. Асаклит какой-то. Я его погуглил, в общем. Какой-то приват-лейбл датской или шведской компании спортивной. В общем, уже 100 лет не продается, и только на их сайте он пробивается. Ну так, фуфло какое-то недорогое, но как бы сделан более-менее. Вот. Единственное, что маленький, я его нагрузил так килограмм на 6,5, чуть поменьше. Ну и без поясных этих ремней использую. В общем, для разнообразия, думаю, пускай спина привыкает к разным грузам. Маслает сегодня, ветерок, ему хорошо. Ладно, потопал. Я чуть не обосрался. Ну как, давай вот это бахкать. Что за прикол? Походу ветер по нему ударяет. Блин, надо идти, что-то так быстро погода меняется. Да. Блин, реально стрёмно, что он сейчас развалится. Офигеть. О, пошел дождик. Так, ускоряемся. А, град! Ё-моё, видно, нет? Какая-то сама. Горошины такие. Жесть. Так, а ближайший лес, вон он где. Поход так поход. Телефон прямо из рук вырывает. Вот это да. Сейчас эта байда как упадет на меня. Офигеть. Да. Ладно. Прорвемся. Да, ну грады это прикольно, котятся. Льдинки. Небольшой такой, миллиметра по 4 максимум. Крупа. Бомбардирует. Ай, блин, больно. Через капюшон бьет собака. Жесть. Ничего, вон лесок там спрячусь. Блин,
блин, это не шутки. По ногам пашет. Ну, по голым больно прям. И через куртку тоже пробивает башку, через кепку даже. Офигеть. Даже не думал, что так больно от града бывает. Ёптить. Буду в синяках. Жесть какая. Телефон хоть не разобьет. Да, надо ускоряться или наоборот под тем деревом он подождать. Вот, ой, сильно не защитили. Ладно, пробегусь малеха, наверное. В общем, пока я до леска добежал, уже и град перестал. Перешел в дождь. Там вон за кустиками идет дорога параллельно, я по ней еще шел, чтобы сюда попасть. Потом думаю, какого черта? Там вон ярок, не знаю, видно его, вот, короче, за этим деревом сразу такой рык какой-то для полей. Вот я через него при помощи палочек перепрыгнул, уперся в дно, перешагнул сюда вот, получается, в вот этот туннельчик между деревьями. Здесь прям хорошо. Ни ветер не беспокоит и дождика минимум. Вот хотел проверить в дождь сандалии, вот и проверил. И ДВР-очку. Уже, конечно, куртка отлично мокрая. Вернее, прилично. Да. На такие случаи, конечно, я планировал пончо брать. Мембранную куртку, наверное, нет. А вот что-то такое типа дождевика, который бы рюкзак закрывал. Который мог бы использоваться как футпринт для палатки. Может, как тент. Там тоже на время дождя палатку собрать. Не знаю, в общем, надо... Есть такие варианты. Надо поискать с капюшоном. И его можно порастягивать на растяжке по-всякому. В общем, неплохая вещь. Оно, конечно, воздух вообще не пропускает, насколько я понимаю. Свои минусы имеет. Но, тем не менее, пока что для меня кажется это оптимальным. Блин, как тут хорошо, спокойно. Мне до дома еще осталось километров 3-4, смотря как пойти. Прошел я что-то, наверное, километров 9 за эту прогулку. Ну, наверное, хватит. По ногам, что хотел, проверил, в принципе. Под дождем, под градом побывал. Пар даже изо рта чуть-чуть идет. Ладно, продолжаем дальше наш путь. Дождик пока что перестал. Я уже, наверное, частично даже просох, мне кажется. Куртка точно. Ноги мокрые. Не насквозь, конечно, но, тем не менее, и сандалии, и следы достаточно сильно промокли. Но ногам тепло, потому как, я же говорил, в движении всегда ноги у меня теплые. А вот рука, не знаю, видно, красная прям. Руки замерзли сильно на палках. Ветер был, как бы и град лупил по ним, и дождь. В общем, замерзли. Это заставило меня задуматься о том, что, наверное, нужно иметь какие-то перчатки с собой в дорогу. Желательно мембранные, наверное. У меня таких нету. Но, с другой стороны, перчатки, нужны ли они будут прям... Я же еще думал насчет бахил или гамаш, вот этих, которые на ноги одеваются до колена. Там под кроссовки обычно они цепляются и до колена. Вот думал что-то сделать такое самодельное. И вот эта штука, мне кажется, для таких случаев тоже подошла бы, если бы одеть их на руки в момент такой ходьбы. Потому что ноги я как бы сознательно буду оставлять дождю, чтобы мокли в сандалях. Нет смысла их защищать как-то. Это штаны надо. Ну, в общем, я это говорил уже. Вот. А вот руки, чтобы не мерзли, не мокли. Это, мне кажется, хороший вариант использовать эти бахилы. Ну, либо же перчатки надо поискать. Они тоже будут не лишними. Хотя лишний вес с собой брать. Ну, может, не на этот случай, а вообще, в принципе, пригодятся, надо посматривать. Еще одну, вещь себе в копилочку поискать. Я тут разобраться с более необходимыми вещами не могу, как то рюкзак там или спальник, или это все. А тут еще, за перчатки заморачиваться, господи. Ладно, что-то потом придумаю. Ну, в общем, наверное, на сегодня достаточно. По ногам могу сказать, что следы себя оправдали, показали хорошо. Сзади ничего пока я не чувствую натертого. На левой ноге чуть под подушечками пальцев, там прям на стопе
как на этой ноге уже заклеено, я его сейчас даже не чувствую под следом. Без следа задирался пластырь, как я и говорил, и оно ощущалось. Следодел, стало окей. А здесь натерся свежий мозоль. То есть там был какой-то зачаток, я его клеить сегодня не стал, и вот он уже увеличился. Ну, в принципе, эти вещи можно будет даже в походе, если оно дальше будет там не загрубеет, будет натираться. Эти вещи можно просто с утра, наклеив туда пластырь на эти места, купировать. Мне кажется, оно не будет натираться. Но факт того, что босиком в них я не похожу, мне кажется, это уже подтвержден. Вот, поэтому только носочки, следочки, что-то такое. Ну, хотя бы так, в принципе, удобно в них идти. Вот сейчас уже больше десятки. Опять же, в сухом, в мокром режиме с мозолями и так далее. Вообще без проблем. Удобно, ничего нигде не болтается. Сандалии просто супер, как на меня. Как на мой взгляд, непрофессиональные, вернее, так. Ладно, до завтра. Маленький постскриптум. Прошло, наверное, меньше, чем полчаса, как куртка была мокрая достаточно сильно. Сейчас уже полностью сухая. Спереди вот везде все сухое. Немного там, мне кажется, под рюкзаком сзади. Ну, шорты тоже, соответственно, сухие. А вот немного под рюкзаком сзади еще влажная. Ткань, ну, я не знаю. Наверное, у них какая-то своя там патентованная технология. Вот это ткани высыхания там ее и так далее. И она стоит своих денег однозначно.